Всем привет! Вы на канале World of Money, мир банкнот. С вами Артур. Очередная распаковка и пополнение коллекции на моем канале. В одном из моих прошлых недавних обзоров я показывал вам банкноту Венесуэлы, которую продавец по ошибке выслал мне не того года, которого я заказывал. Потом он извинился и предложил вернуть деньги за эту банкноту, так как той, что мне была нужна, у него нет. Но я решил купить у него еще одну банкноту, и он отправил ее мне за свой счет. И вот пришло это письмо. Откроем его и посмотрим, что же там внутри. Вот так вот упаковано, аккуратно очень. Вот, друзья, банкнота, которую я купил у этого продавца. Соединенные Штаты Америки, $2, 1953 год. Довольно-таки интересная банкнота, которая пользуется большим спросом и продается намного дороже, чем ее первоначальная номинальная стоимость. Является предметом коллекционирования из-за ее исторической значимости и из-за ее редкости и того факта, что она находилась в обращении всего около 10 лет. $2 банкнота 1953 года, банкнота Федеральной резервной системы США, выпускалась с 1953 по 1963 год. На купюре красная печать и портрет Томаса Джефферсона, третьего президента Соединенных Штатов. Бюро гравировки и печати США в 1953 году напечатало купюру в Вашингтоне, округ Колумбия. Печатались $2 банкноты в 1928, в 1953 и в 1963 годах. Банкнота получила прозвище «Том» из-за портрета Джефферсона, а также известна как «Грязный Том» из-за его связи с фальсификацией выборов, проституцией, взяточничеством и азартными играми. $2 банкнота 1953 года, в отличие от более ранних банкнот с серебряными сертификатами с синими печатями, имела красную печать, которая позволяла правительству собирать деньги на гражданскую войну без необходимости обменивать их на серебро. Первые $2 банкноты были выпущены федеральным правительством США в 1862 году. На них был изображен портрет первого секретаря казначейства Александра Гамильтона. В 1869 году этот портрет сменился изображением третьего президента США и автора Декларации независимости Томаса Джефферсона. Банкнота в $2 достаточно интересна и мифична. Первый миф связан с изображением подписания декларации. Многие думают, что она впервые появилась на юбилейной банкноте 1976 года, но это не так. В 1875 году картина Трамбла появилась на банкноте в $100. Второй миф связан с ее магическими свойствами. Существует суеверие о том, что если хранить эту купюру в кошельке, то деньги в нем переводиться не будут. Денежный магнит такой. Кто верит, может, тому и помогает. Также есть поверье, очень схожее с российским брутовским рублем, что эта банкнота помогает при ставках, на скачках и в азартных играх. Давайте поближе рассмотрим саму банкноту. Лицевая сторона. В центре портрет третьего президента Соединенных Штатов Томаса Джефферсона. Президент был противником рабства. 3 мая 1807 года Джефферсон подписал биль, запретивший ввоз новых рабов на территорию США. Умер Джефферсон 4 июля 1826 года в Шарлоттсвилле, ровно через 5 лет после подписания Декларации независимости. Похоронен он был в поместье Джефферсонов Монтичелло. На памятнике помещена написанная самим Джефферсоном эпитафия. Здесь лежит Томас Джефферсон, автор Декларации независимости США, автор закона о свободе вероисповедания штата Вирджиния и отец-основатель Университета Вирджинии. Оборотная сторона.
изображение дома в поместье Джефферсона Монтичелло. Дом-усадьба, в которой жил Томас Джефферсон, представляет собой эталонный пример раннего американского классицизма и памятник всемирного наследия с 1987 года. Усадьба стоит на гребне 264-метрового холма. Отсюда происходит ее название, означающее по-итальянски «пригород» или «маленькая гора». Усадебный дом был заложен Джефферсоном в 1769 году по собственному проекту. После смерти Джефферсона в 1826 году его дочь пыталась сохранить усадьбу неприкосновенной, но, будучи не в состоянии содержать столь обширное хозяйство, через 10 лет продала Монтичелло почитателю таланта своего отца, капитану Леви, который завещал его государству. Наследники Леви оспорили его завещание в судебном порядке и сохраняли владение исторической усадьбой до 1923 года, когда она перешла в руки мемориального фонда Томаса Джефферсона. С тех пор Монтичелло – музей. Западный фасад Монтичелло изображен на обратной стороне 5-центовой монеты, которая чеканилась в США с 1938 по 2003 год и чеканится с 2006 года по настоящее время. Данная банкнота в каталоге Пика Краузе определена под номером 380А. Всего разновидностей 3, которые отличаются литерами после года на банкноте и подписями казначея и секретаря казначейства. Цена такой банкноты на российских торговых площадках варьируется от 1000 до 5000 рублей в зависимости от состояния. В любом состоянии $2 банкнота 1953 года может стать отличным дополнением коллекции любого коллекционера и украшением любой коллекции благодаря своим уникальным характеристикам, истории и культовому значению. Такое было у меня сегодня пополнение, друзья. На этом обзор подошел к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Буду вам очень признателен за оценку, комментарий, а также за подписку на мой канал. Ваша активность очень мотивирует на создание новых видео. Всем желаю здоровья, добра, мира и успешных пополнений. До новых встреч!